вот такой вот один морской камень. Обычно их можно найти возле моря. Ну, либо на заводе, который... Всем привет! Вас достал кран, который все время капает. Он вас раздражает, вы его решили поменять на новый кран, но сомневаетесь, сможете ли вы это сделать или нет. Не сомневайтесь, вы это сможете, например, поменять в ванной, либо же в кухне кран. Дело элементарное, сейчас я вам покажу, как это все делается. Для замены крана вам понадобится вот такой вот набор ключей. Рекомендую взять вообще в домашнее пользование. Самые простые ключи, самые надежные, везде ими можно подлезть. И на всякий случай, конечно же, разводной ключ. И еще немаловажно узнать, где к этому крану подходит вода. То есть откуда, вернее, вода подходит к нему. Для этого, например, открываем шкаф, смотрим, вода подходит определенно оттуда. И нужно сделать 1, надо еще раз щелкнуть, вот смотрите, 2. Вот теперь нормально сработало, рабочая площадка для установки крана освобождена, можно приступать. Ага, забыл убрать мыло. Кстати, хороший совет, если вам нужна интересная мыльница, которая очень сильно не замыливается, просто берете вот такой вот один морской камень. Обычно их можно найти возле моря. Ну, либо на заводе, которые производят камни для моря. Да, второй совет. Перед тем, как мы начнем внизу откручивать шланги, которые ведут к крану, нужно полностью перекрыть воду. Вода не течет. Все, только капает. Вода перекрыта. Теперь можно приступать, собственно, к откручиванию. Кстати, сам кран произведен фирмой Брават, на него 10 лет гарантии, но его практически уже полгода невозможно закрутить, вот эту вот горячую воду. И когда я попытался разобрать его, снял гусак, то увидел, что он как-то начал корродировать. Вот здесь вот небольшая коррозия пошла. В общем, по гарантии я его отдам, но вместо него поставлю просто кран из нержавейки с нормальным одноруким переключателем. Закручивать неудобно, в общем, ну его нафиг, меняем. Перед откручиванием шланга берем вот такую вот емкость, для того, чтобы остатки воды в нее вытекли. Так как доступ довольно-таки простой к нижним винтам, просто берем вот такой разводной ключ и откручиваем. После откручивания трубы я немножечко заткнул вот такими поролонками, чтобы вода все равно она по чуть-чуть просачивается, чтобы она капала в емкость, а не внутрь мойки. За вот этой раковиной находится гайка, которая фиксирует наш кран. Снимать ее неудобно, ее в принципе можно нащупать рукой. И вот для того, чтобы ее открутить, как раз пригодится этот набор. Вот этот винт вкручивается внутрь крана и снизу поджимается вот такой вот гайкой. В общем-то все хорошо, единственное, если он установлен где-то сзади, не очень удобно к нему подлезать. Все, после того как мы его сняли, просто поднимаем кран, но скорее всего вытащить вы его не сможете, потому что внизу будут мешать гайки, поэтому одну из труб не нужно, а желательно открутить. В 90% случаев это можно сделать просто рукой. Шлангу мы одну открутили, после этого вторая должна без проблем пройти. Вот таким образом вкручивается в кран винт. Сюда, видите, не всегда удобно подлезть, потому что он находится, в общем-то, там сзади, и его не видно. Это все делается на ощупь. Внизу сделана отвертка, выход под отвертку. Если есть большая отвертка, в принципе, можно сделать отверткой. Перед установкой нового крана не забудьте сверху, вот здесь зачастую остается налет, просто кухонной губкой обратной стороной это все дело снять. Вместо Брават я решил поставить вот такой вот недорогой кран из Китая. Он сделан полностью из нержавейки. Аналог Mixen вообще ничем не отличается, но стоит почему-то еще в 2 раза дешевле. Надеюсь, он будет работать. Цена просто шикарная. Данный кран обошелся буквально мне где-то в 12,5-13 долларов. Куплен по месту, то есть не из Китая заказан, с гарантией 5-летней. Цена смешная. Все это дело вот в такую мягкую ткань упаковано. Вполне себе приличный кран, полностью сделан из нержавейки. Довольно все здесь мягенько работает. Надеюсь, после установки он будет нормально смешивать и не протекать. Плюс здесь, на мой взгляд, более удобное крепление. Вначале мы вкрутим сюда 2 шланга. После этого завинчиваем. Уже когда мы его завинтили и установили кран, просто снизу вот такой вот гайкой поджимаем.
Кроме рук здесь, в общем-то, ничего не надо. На мой взгляд, это удобная штука для установки, то есть никаких ключей здесь не нужно. Ну, есть, конечно, вариант там под большой ключ, но затянуть вы сможете любым предметом, вот сюда вставить, или если рукой не можете затянуть, вставите любой предмет и затянете. На мой взгляд, это все довольно-таки удобно. Сейчас я подсоединю шланги и будем устанавливать. Для того, чтобы 5 раз не пришлось разбирать данную конструкцию, уплотнителя сразу установите. Сразу проденьте 2 шланга и установите вот в таком порядке уплотнителя. Твердый, мягкий, прозрачный, и сверху вот эта подставочка под кран. Вот эти вот части прикручиваем к крану. Красную там, где идет горячая вода, у нас нарисована, синюю там, где у нас холодная вода нарисована. Все это дело обозначено на самом кране. Как вы видите, красный и синий. Немаловажная деталь. Вот эту вот часть конструкции нужно помещать сверху. Иначе, если вы ее поместите с нижней части, вы ее никак продеть не сможете. А, собственно, к ней и будет фиксирующая гайка внизу крепиться. И она же вкручивается внутрь крана. Вот так вот должен выглядеть кран перед тем, как вы снизу зафиксируете ее гайкой. Вставляем. И снизу фиксируем. С помощью всего лишь одной руки такое крепление элементарно затягивается. Кран держится крепко, не шатается, не сдвигается. В общем, на мой взгляд, удачное крепление получилось. После этого, соблюдая, так сказать, полярность, горячую воду в горячей воде, желательно, конечно, запомнить, где какая вода была. Либо можете даже, например, трубу с горячей водой заткнуть красной поролонкой. Для того, чтобы потом не перепутать. Кран прикручен, задача выполнена. Все, можно пользоваться. Кстати, довольно-таки приличный кран, мягкая регулировка. Сам смеситель здесь выполнен из пластика, то есть распадаться не будет, легко откручивается. Вот здесь вот, собственно, под ключ специальной прорези сделаны. Надеюсь, будет долго служить, но это посмотрим в процессе. А так, как вы видите, установка крана — это совершенно элементарное действие. Кому было полезно, не забываем, подписываемся.